разрешите представить наших гостей. Джон Сибрук, американский журналист, писатель, автор любимых вами книг «Машина, песен» и «Ноброу». Юрий Сапрыкин, российский журналист, бывший главный редактор журнала «Афиша», музыкальный критик. И переводчик Сергей. За встречу хотелось бы поблагодарить посольство США в России и консульство США в Санкт-Петербурге. Здравствуйте всем. Я рад представить Джона Сибрука. Это последнее мероприятие в рамках большого тура по России, по нескольким городам России, которое предпринял Джон. Не так давно на русском языке вышла книга «Машина, песен». Я вижу, она уже у многих в руках. И книга «Ноброу» всем давно и прекрасно известна. Она выдержала уже несколько изданий. И мысли, которые в ней содержатся, довольно сильно повлияли на то, как мы с вами видим и воспринимаем культурные иерархии и культурный процесс в целом. Что называется, книга в представлении не нуждается. Вот. Но основной повод для нашего сегодняшнего разговора это новая работа, это исследование того, как функционирует сейчас поп-музыка, как она создается, как она пишется, как она странным образом превратилась в некоторое индустриальное или постиндустриальное производство, о котором мы мало чего знаем. Мы видим конечный продукт, мы видим там песни и видео, которые крутятся постоянно у нас в голове, но Джону Сибруку удалось заглянуть за, собственно, эту поверхность и обнаружить тот индустриальный процесс, ту фабрику, которая стоит за этим и создает все эти произведения, которые потом поют Рианна, Бейонсе, Сия и все остальные. Вот, собственно, о поп-культуре, о поп-музыке, о книге «Машина, песен» мы сегодня поговорим. Я попробую задать несколько вопросов, потом эта возможность представится у вас, но прежде всего я хотел бы предоставить слово Джону и попросить его рассказать об этой работе. Yes, this is my last stop on my tour, and I'm very sad, actually, because I've had a really wonderful week in Russia, and I've met lots of wonderful people. The U.S. State Department has sent me to lovely hotels, and Последняя остановка в моем турне. Это очень печально, потому что я тут путешествовал по России, Госдеп селил меня в отличные гостиницы. and in my head I'm already singing back in the USSR. И в голове у меня уже крутится песня «Back in the USSR». Today I'd just like to talk briefly before Yuri and I have a conversation about how the song machine links to Nobrow. But actually, I thought I would say first, although the song machine is called Inside the Hit Factory, it actually might be better called Inside the Information Processing Machine. И я немножко расскажу про эту книгу перед тем, как мы с Юрием поговорим, он будет задавать вопросы. И хотя книга называется «Внутри фабрики хитов», она могла бы называться «Внутри информационных машин информационного процесса». Because as Yuri rightly pointed out, the process that I'm talking about in the song machine is not really an industrial process, but more of a post-industrial process. Потому что, как верно заметил Юрий, процесс, описанный в книге «Машина, песен», скорее постиндустриальный, нежели индустриальный. What I observed in these studios where I got a chance to see the songwriters at work were people who were taking information from many different places and using machines to put together unique products, each one of which was different from the other. Я видел в студиях, я наблюдал, как эти люди брали какие-то куски информации и на основе их создавали уникальные произведения, отличные друг от друга. So it isn't just like an assembly line in a car factory turning out
the same product every time. Поэтому это не как автоконвейер, с которого сходят одни и те же автомобили. It's more like a computer that can design new designs for each new situation that you encounter. Это скорее как компьютер, который может создавать дизайны для каждой новой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. And this itself actually fits into the idea of no-brow. И это все прекрасно сочетается с концепцией no-brow. One of the central notions in the idea of no-brow is that in the old cultural hierarchy, there was an important distinction made between the handmade goods and the machine-made goods. Одна из основных идей no-brow в том, что раньше в культурной иерархии была, была ключевая разница между продуктами, произведенными вручную, и машинной сборки. And the handmade goods, because they were made by hand, were often valued more highly. They were more expensive. They were thought to be more exquisite because of the application of the human hand to the making of these goods. И ручной труд ценился больше, поскольку это было дороже, это были более изысканные произведения, поскольку эти руки передавали нечто человеческое продукту. And then other goods were mass manufactured, which meant that they were usually of inferior quality, and there was much more uniformity among them than among the handmade goods. А были еще товары массового производства, и они были более низкого качества и более похожие под одну гребенку. But what I saw in these rooms was actually a combination of handmade and industrial processes in creating these songs. Но я в этих студиях видел сочетание ручного труда и индустриального процесса во время создания песен. And that was one reason why, of the different culture industries that I write about in No-Brow, I decided to focus on the pop music industry. И поэтому из всех жанров, направлений популярной культуры, о которых я писал в No-Brow, я решил сконцентрироваться как раз на поп-музыке. The other, of course, one of the other major points of No-Brow was that instead of having a vertical hierarchy of high and low, the world today exists in a horizontal hierarchy of mass or mainstream and then alternative. Конечно, другая важная идея книги No-Brow заключалась в том, что на смену вертикальной иерархии высокой и низкой культуры пришла горизонтальная массового продукта и альтернативных участков. And it was my argument that people who live on the alternative side can use their unique gifts, their cultural capital, to find value in the mainstream culture, whereas before the high culture would have been completely shut out. И я, в частности, писал о том, что теперь представители альтернативной культуры могут, воспользовавшись своей уникальностью, своим культурным капиталом, обрести ценность и в массовой культуре, при том, что раньше путь в высокую культуру был заказан. And again, I feel the music industry is the best example today of that kind of relationship between the mainstream and the alternative, because the connections between the alternative and the mainstream are much more fluid in the music industry than in some of the other cultural industries. И музыкальная индустрия служит наилучшим примером этого симбиоза, этого взаимопроникновения массовой культуры и альтернативных культур. And I'll give you one example before we Я begin. приведу один пример до того, как мы приступим к диалогу. And that's hip-hop music. Это хип-хоп. Hip-hop music came from Jamaicans and then Jamaican immigrants in Harlem. Хип-хоп, как музыка, вообще родом с Ямайки и идет от ямайских иммигрантов из Гарлема. Nearly all of whom were members of the underclass, and because they were poor, did not have access to musical instruments or to lessons to learn how to play them. В основном это были ребята из низов, и у них не было ни музыкальных инструментов, ни возможности получить образование.
what they did have was a turntable and a microphone. Но у них были вертушки и микрофоны. And so the producer would make rhythmic tracks with one or two turntables, and then the rapper with the microphone would add the melody, as it were, on top. И тогда продюсер при помощи одной или двух вертушек создавал некий трек, а рэпер уже пропевал, проговаривал, рэпил мелодию. And really the story of the song machine is how this particular technique, which was invented out of necessity because they had no access to these expensive instruments. И как раз книга о том, что этот прием, который родился в хип-хопе от необходимости, поскольку не было инструментов, was adapted by the Swedes in Stockholm to used to create pop music for the first time using this new method. был взят на вооружение шведами из Стокгольма, которым воспользовались для того, чтобы создавать эстрадную музыку, поп-музыку. This is a method that I call in the book track and hook. Я называю этот метод в своей книге трек и хук. So instead of having a rapper in the pop context, you have a hook maker. То есть вместо рэпера теперь в эстрадной музыке создатель хуков. And then this process of making songs went from Sweden to America and became the mainstream method of making pop songs today. Этот способ написания, создания песен перебрался из Швеции в Америку и теперь стал основным мейнстримовым. So in this way, both of these outsider groups, the Jamaicans and the early immigrants in Harlem, and then the foreigners in Stockholm, were able to use technology and their own unique cultural capital to enter the mainstream. Таким образом, представители этих альтернативных, можно сказать, маргинальных для американской поп-музыки культур, жители Ямайки, иммигранты с Ямайки и шведы проникли в мейнстрим. So just to sum all that up then, No Brow is the theory and the song machine is the practice. The song machine shows the theory in action. Ну, резюмируя, в No Brow была теория, а в машине песен уже практика, как это делается. So with that perhaps. И тут I think so. Well, yeah, you're gonna talk in Russian. And, вы будете по-русски, да? Yeah. Маленькая деталь, может быть, не все еще прочитали книгу «Машина хитов». Вот самое удивительное и приятное для российского слушателя, что как бы императоры, вот главные люди в этой фабрике в мировом масштабе, это сейчас шведы. Люди, которых зовут, ну вот, уже покойный Деннис Поп, ныне здравствующий Макс Мартин, это примерно те же люди, что в начале 90-х писали треки для доктора Албана и Тайпа группы Ace of Base у артистов, которые в России были гигантскими звездами. То есть, ну, мы с вами были, что называется, early adopters вот этой всей продукции, которая сейчас завоевала мир, и эти люди пишут, ну, просто большинство глобальных хитов для неважно кого, Бритни Спирс, Рианны, Келли Кларксон и так далее, так далее, так далее. Кэти Перри, безусловно. Тейлор Свифт, все, как было принято шутить когда-то, вся мировая поп-музыка делается в Одессе на Малой Арнаутской. Вот она делается в Стокгольме на студии, на 2-3 студиях. Так вот, я хотел бы спросить вот о чем. Вы упоминаете о том, что, в общем, похожая ситуация существовала во все времена. Всегда были группы людей, которые таким конвейерным образом обслуживали поп-артистов. Либерен Столлер, Сток Эйткин и Уотерман, парни с Brill Building. Если мы посмотрим на большие альбомы 80-х, на Майкл Джексон или Мадонна, за каждым из них стоит большая компания продюсеров, причем все время разных. Что изменилось в конце 90-х? Чем вот эта нынешняя машина песен, написанная в этой книге, отличается от аналогов из предыдущих эпох? Okay, yes. So
obvious difference with Cheiron, which is the name of the studio in Stockholm that started this new method of making songs. Ну, Шейран называется эта студия в Стокгольме, которая впервые применила этот способ создания песен. Is that they were neither British or American, but actually they were Swedes, and there's never been a group of non-British or American hit makers who have ever created hits for an American audience. Главное отличие в том, что это были шведы, да? Они не были ни американцами, ни англичанами, никогда еще не англосаксонские авторы не работали в таком масштабе песенниками. And their relative foreignness to America, which might be perceived as a disadvantage, was actually in several ways a great advantage. И их некая посторонность по отношению к Америке на самом деле пошла им на пользу, служила добрую службу. I'll give two examples of advantages of being outside of the American situation. Два примера приведу, почему им хорошо было быть посторонними. One is that the sound that the Swedes were trying to create in the early 90s was a mix of R&B and pop. Дело, что звук, саунд, который пытались успешно создавать эти шведы в начале 90-х, это было сочетание R&B и поп-музыки. Somewhat similar, interestingly, to the Beatles in the early 60s, who were trying to create an amalgam of American R&B and British pop. Но тоже интересно, что Битлз занимались тем же в 60-е, в начале 60-х, когда попытались сплавить американский ритм-н-блюз и британскую популярную музыку. And the reason both the Beatles and the Swedes were able to make these new hybrids is because they existed outside the American balkanization of R&B and pop. In America, if you're a white guy and you want to write R&B, you're basically out of luck. И Битлз, и шведы смогли это сделать, потому что они были иностранцами. А в Америке есть четкое разделение по жанрам. И белый парень не может писать R&B. But in Sweden, there were no inhibitions to combining R&B, and the sound that they created, and it still dominates the radio, is a much more dance-driven, almost a disco-like sound, quite different from the pop that American hit makers were making. И звучание, которого добились эти шведы, отличается там практически диско. И это звучание, которое до сих пор давлеет над американским радио. And the other advantage that the Swedes had, which might seem like an enormous limitation, was their lack of facility with English itself. Еще один плюс был у этих шведов, что они не слишком хорошо говорили по-английски. And Max Martin, who is, we'll talk more about later, has actually said this, that because he didn't feel comfortable with understanding the meaning of the English words, he tended to focus more on the way they sounded. И Макс Мартин сам признавал, что поскольку он не слишком вникал и разбирался в значениях английских слов, он ориентировался на то, как они звучат. And he matched the sounds of the words to the sound of the melody without worrying too much what those words meant. И он просто совмещал звучание слова с звучанием мелодии, музыки, и совершенно не парился, значит это что-то или нет. And perhaps the most famous example of this is the very first song that Max Martin had as a number one, which is "Hit Me, Baby, One More Time." И, наверное, лучший пример этого — это первый хит Макса Мартина "Hit Me, Baby, One More Time." "Hit Me, Baby, One More Time" is actually bad English. It sounds like you're asking somebody to slap you in the face. На самом деле, это такой дурацкий английский, потому что вы просите кого-то дать вам в морду. He was trying to come up with the expression for "hit me back" or "hit me up", but he got it slightly wrong. Да, он имел в виду «перезвони», но... Врежь мне, детка. Да. But in fact, it probably works better than "kiss me, baby, one more time," right? Which would have been maybe the more correct way to say it. Но, наверное, так получилось лучше, чем, например, «поцелуй меня еще раз, детка».
And this method of matching the sounds of words to the sounds of melodies has also become now a very mainstream way to create songs. И теперь в мейнстриме так и пишут песни. So those are two reasons why I think that the Swedish hit-making factory was unique in the history of hit-making factories. Да, я думаю, что в этом как раз есть уникальность шведов в производстве этих песен. Вы знаете, мы много лет уже слышим о том, что рекорд-бизнес, большой рекорд-бизнес музыкальной индустрии в целом переживает кризис, что полностью меняются правила игры, что новые технологии, новые коммуникации дают артистам, ну, как бы равный доступ к аудитории, и новые звезды появляются из социальных сетей. И книжка Криса Андерсона «Длинный хвост» уже давно объяснила нам, что эпоха больших звезд и больших блокбастеров прошла, и так далее, и так далее. Но судя по вашей книге, по вашему исследованию, получается, что миром по-прежнему правят 3 больших мейджор-лейбла и большие коммерческие радиостанции. И в сущности ничего в этом смысле не изменилось. Так ли это? Well, there are several important trends that have come together that have also enabled the Swedish hit-making factory to dominate the situation. Ну, несколько тенденций позволили шведской фабрике хитов так развернуться. One, the most perhaps obvious one, is that the album has given way to the single as the main commodity in the music business. Но самое очевидное, что на смену альбому пришел сингл, как главная товарная единица в этом бизнесе. The Swedes, like most hit-making factories, are not interested in making albums. Шведов совершенно неинтересно было писать альбомы. Their specialty is creating hit singles. Они специализировались на хитах, синглах. And in fact, the hit single is now what everyone in the business is looking for, so they serve what is being asked for from the industry. А как раз этих синглов все и ищут, эти синглы, эти хиты в индустрии, поэтому они предлагают то, что нужно. The other, I think, important trend here is the decline of rock as the leading edge of musical innovation in the pop music industry. Другой важный момент, важная тенденция — это упадок рок-музыки, которая некогда была передовым краем инноваций в популярной музыке. Rock music was a singer-songwriter medium. Потому что рок-музыка всегда была авторской, ну, как бардовской, мы бы сказали. In which the great artists were not just great singers, but they were also the writers of their own songs. Исполнители не только пели, но и писали свои песни. But this, in fact, is an aberration in the larger history of popular music. Но на самом деле это исключение в масштабах всей истории поп-музыки. Before the rock industry, the situation was much more similar to today, when singers just sang and professional songwriters wrote their songs. До рок-н-ролла ситуация была примерно как сейчас, когда певцы пели, а авторы песен писали песни. And with the decline of the rock era, the music business has gone back to a situation more like the 1950s in the Brill Building era or the Tin Pan Alley era before that. Поэтому на закате эпохи рок-н-ролла ситуация вернулась к тому, что было в 50-е годы, когда клепали песни в Brill Building, и было понятие Tin Pan Alley — это жестяная аллея. The difference, though, is that whereas in the 50s there was no shame in not being the author of your own songs, like Frank Sinatra. Потому что в 50-е никто не стеснялся петь не свои песни, как Фрэнк Синатра, например. Today, in the wake of the singer-songwriter era, the labels want to pretend still that the artists are, in fact, the singer-songwriters of the type that existed in the rock era. Сейчас, в наше время, лейблы пытаются притворяться, создавать видимость, что исполнители пишут свои песни. But in almost every other way, the era of today is more attractive if you're on the business side of the record-making business. Но вообще сегодня ситуация гораздо привлекательней с
коммерческой стороны музыкального процесса, звукозаписывающего процесса? Because Если вы с той стороны находитесь. whereas the artists like the Beatles or the Rolling Stones or Led Zeppelin were hard to control, Потому что Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin было сложно контролировать, ими сложно было управлять. the young pop singers of today are relatively easy to control if you're a man on the other side of that music business. Очень легко управлять современными поп-звездами, если вы как раз находитесь на стороне студий. So just to sum that up, I think where we are today is no longer in a singer-songwriter era. We're in a producer's era. Поэтому сейчас мы уже не в эре песенников, исполнителей, мы вступили в эру продюсеров. The producer is really the singer-songwriter artist in the studio today. Потому что продюсер на самом деле и есть тот самый бард, песенник, исполнитель. But it's a strange situation because the producer has to pretend that the singer is the singer-songwriter Но интересно, artist. что продюсер должен делать вид, будто исполнитель и есть тот самый создатель песен. And that's why it was so difficult for me to get into these rooms because everyone was afraid that I was going to spill their secret. И поэтому мне очень сложно было проникнуть в коридоры звукозаписывающей власти, потому что все боялись, что я растреплю их тайны. But I had one advantage and then I'll move on. Но у меня такое преимущество есть. And this became clear to me when the very first part of this book was published in the New Yorker. Я понял это со всей очевидностью, когда первая часть книги вышла в Нью-Йоркере. I was concerned that the producers would be angry because they would say that I let the cat out of the bag, I spilled their secrets. Я думал, что продюсеры на меня обидятся, что я разболтал их тайну. But in fact, the producer said to me, "No, thank you." Но продюсеры на самом деле сказали: «Не, спасибо». And I said, "Why?" Почему? He said, "Finally, my mother understands what I do." Наконец-то моя мама понимает, чем я занимаюсь. And the desire for his mother to understand that he actually was the one making these songs was greater than the fear that he might get into trouble with the business side. Ну и то, что мама поняла, чем он занимается, было для него важнее, чем какие-то возможные проблемы на работе. And then when I heard that, I was like, yes, I know how to do this. Я понял, что да, я знаю, как все это провернуть. Маме доказано самое главное. The main. Мы, обычные слушатели и потребители поп-музыки, в каком-то смысле по-прежнему живем внутри романтического мифа. Мифа об больших артистах, которые двигают вперед музыку в силу своей гениальности, особенности, масштаба своей личности. Джон Леннон, Дэвид Боуи, Курт Кобейн, кто угодно. И хотя времена изменились, нам по-прежнему очень часто кажется, что большие поп-артисты, они большие в силу того, что это зависит от их гениальности, от их масштаба их личности. И многие артисты поддерживают сознательно этот миф, Канье Уэст, который специально выстраивает свою стратегию, своей коммуникации, чтобы доказать всему миру, что он larger than life, что он невероятная какая-то гениальная личность. Если вы видели, как все это устроено внутри, есть ли внутри этой фабрики действительно место для какой-то искры гения, для вот этой особенности артиста как личности? И зависит ли что-то от нее? Well, we could get into a discussion about how one defines genius. Мы можем вступить в спор об определении слова «гений». But I think the point that I would make is that, and I think it's interesting that you use the word romantic in your question. Но я хочу заметить, интересно, что вы употребляете слово «романтический» в своем вопросе. Many of our ideas of at least literary genius come from the Romantic poets, Byron, Shelley, and Keats. По большей части наши представления о романтическом, о гении в литературе ведут свое начало из романтической эпохи. Это Байрон, Шелли, Китс. And in many ways, the great rock stars of the 60s and 70s, like Mick Jagger and John Lennon, were modern
representations of the same kind of romantic ideal as Shelley and Keats. И во многом, конечно, большие звезды 60-х, 70-х, Мик Джаггер, Джон Леннон. It was the notion that works of art have single authors. Это здесь заключалось в том, что у произведений искусства есть один автор. But the reality in the music world is that even in the old days, songs were always collaborations of almost always of at least two people. So it wasn't just John Lennon, and it wasn't just Paul McCartney. It was John Lennon and Paul McCartney. Но даже в те времена, как правило, автором был не один человек, мы имели дело с неким партнерством, да, не один Джон Леннон, не один Пол Маккартни, а Леннон Маккартни. So what I think we're seeing today is a further development in the collaborative aspect of songwriting and a further moving away from the notion of a single author in a song. Сегодня мы просто видим продолжение развития этой идеи партнерского сотрудничества, и мы уходим еще дальше от романтического идеала единого автора. And so while I would say that genius still exists, it's more like the genius is a property of a larger group rather than of a single individual. И я бы сказал, что гений до сих пор существует, но этот гений разлит в коллективе авторов. And this is another innovation of the Swedes. Instead of having two people write these songs, the Swedes often have 6, 8, or even 10 people. Еще была одна придумка этих шведов. Теперь вместо 2 людей песни стали писать 6, 8. And as a matter of fact, if you look at the credits on some Kanye West songs, you'll see actually a number of other names under his name. И если посмотреть под названием песни Kanye West, где написано «Кто автор», да, то идет в титрах, там указаны разные фамилии, помимо Kanye West. Because hip-hop is also, and even, I think hip-hop is even more collaborative as a medium than the Swedish pop music. Потому что хип-хоп на самом деле еще больше основан на этом партнерском сотрудничестве, соавторстве, нежели шведский поп. But there are still going to be great geniuses that come along. Но все равно будут возникать гении. There'll be a Prince. There will be another one. Принц, будет еще принц. But they're quite rare, and we can't anticipate when that will be. But I am sure that we haven't seen the last genius in popular music. Они редко возникают, и нам не дано предугадать, но будут еще гении. А кого из ныне живущих, ныне работающих авторов внутри этой фабрики вы можете вот поставить на этот уровень? Well, you have to place this guy Max Martin somewhere high up on the pedestal. Но Макса Мартина надо куда-то на какой-то уровень, какой-то пьедестал поставить. Because even though he exists in an extremely commercial medium, несмотря на то, что он работает на очень коммерческой работе, в очень коммерческом направлении. The fact that he has been able to work at the highest level within that medium for 20 years. Он в этой среде работает на самом высоком уровне уже 20 лет. Is completely unprecedented in the history of popular music, including John Lennon and Paul McCartney. И это неслыханно, невиданно в популярной музыке, и даже вот это нельзя сказать про Леннона и Маккартни. So while most people would say that John Lennon and Paul McCartney are geniuses, in fact, at songwriting, Max Martin has exceeded them on almost every possible measurement. И хотя мы все согласны с тем, что гении Джон Леннон и Пол Маккартни, Макс Мартин их уделал по всем направлениям. And what's also interesting, Yuri, is that Max Martin is also a great singer and could be seen as one of those genius artists if he wanted to be. Но еще что интересно, Макс Мартин сам прекрасно поет, и он мог бы восприниматься, считаться таким гением. All of the songs that Max Martin has written for these other artists were actually originally recorded by Max Martin himself. Потому что все песни, которые он написал для других исполнителей, Макс Мартин записал в первую очередь сам. But they were never released to the public. Но он не издал ни одну из этих песен, не выпустил ни одну из этих записей.
the only people that heard them were the artists and the people around them who were going to record their versions of Max Martin's songs. Их слышали только исполнители, которые должны были записать свои версии этих песен, и обслуживающий персонал, все, кто были рядом. And as a matter of fact, I got to hear the demo that Max Martin recorded of "Hit Me, Baby, One More Time." И я, кстати, слышал демо-запись, которую сделал Макс Мартин, песни "Hit Me, Baby, One More Time". And it sounded exactly like Britney Spears И она sang звучала that song. ровно как Бритни Спирс. But Britney Spears was just following Max Martin. То есть это Бритни Спирс делала все как Макс Мартин. So he's like an invisible genius. Он невидимый гений своего рода. And that was one of the things which interested me so much about him. И поэтому он мне показался таким интересным по этой причине. Понятно, что внутри, в современной системе коммуникаций мы не только слушаем поп-музыку, мы воспринимаем ее через разные другие органы чувств, через разные другие типы опыта. И когда мы видим, например, видео Леди Гаги или шоу Бейонсе, мы понимаем, что за этим стоит огромное количество дизайнеров, арт-директоров, людей, которые занимаются просто дизайном разных уровней этого артиста, его поведения, его внешнего облика и так далее, и так далее. И вы недавно писали в Нью-Йорке о фестивале Коачелла и о музыкальных фестивалях в целом. И понятно, что это тоже какой-то новый вид опыта, новый экспириенс, который слушатели, который аудитория поп-музыки испытывает, такой коллективное приключение, коллективное переживание, которое заставляет переживать эту музыку по-новому. Вот что еще сегодня, в 2017 году, внутри этой поп-индустрии наиболее важно, кроме, собственно, авторов песен и их исполнителей? Yeah, just on the subject of the festivals first. Сначала про фестивали. I think the growth of music festivals in the U.S. and in Europe is actually a very interesting development. Я думаю, интересно сейчас развиваются фестивали в Америке и в Европе. I think it's particularly interesting that it goes hand in hand with the growth of streaming as a way of listening to music. И это развитие идет рука об руку с развитием стриминга. In a way, the old concert business where you went to a concert hall to hear a single band playing perhaps their latest album. Раньше вы приходили в концертный зал на одну группу, чтобы услышать, как они исполняют свой последний альбом. Fit very well into an era in which the album was the main commercial Но commodity. в то время главной товарной единицей был альбом, пластинка. But these days, people make playlists of many different artists. Но сейчас выступают совершенно разные артисты. And the modern festival experience reflects that kind of listening experience because you can hear many different artists in a couple of hours. Но поскольку в плейлистах много разных исполнителей, то и фестивали повторяют этот паттерн. И таким образом вы можете в концерте услышать сразу Sorry, what много was the other part of the исполнителей. question, Yuri? А другая часть вопроса... Что еще важно внутри этой индустрии, кроме авторов песен? Oh, Есть yeah. ли другие важные этажи у этой фабрики? Well, I think when we see these big pop artists like Rihanna or Katy Perry or Taylor Swift, Вот мы видим Рианну, Кэти Перри, Тейлор Свифт. in some ways, the better way to understand them is not so much as singers, but as brands. Но их лучше воспринимать не как певиц или там Brands. а как бренды. And this also reflects changes in the music business today. Это тоже отражает изменения, происходящие сегодня в музыкальной индустрии, в этом бизнесе. The sale of recorded music has become much less a part of the artist's overall income than it used to be. Потому что теперь продажа записи исполнителя это гораздо меньший процент дохода исполнителя. And so artists have had to look to other sources of income to make up the gap. И чтобы наверстать, исполнителям приходится обращаться к другим источникам дохода.
of course, touring is the most obvious way to make money. Ну, these гастроли — это days. первое, что приходит в голову. But there are now other ancillary forms of income, Но сейчас есть другие дополнительные источники дохода. and there are people who manage that aspect of an artist's career. И есть менеджеры, управляющие этими направлениями. So it's the managers actually in the music business that have become the most important То people. есть теперь самыми важными людьми в музыкальной индустрии, в этом бизнесе стали менеджеры. Not only because a creative manager can come up with new ways for you to make money as an artist, Не только потому, что изобретательный менеджер может придумать новые способы извлечения дохода для исполнителя, but also because the labels no longer have the money to do artistic development. но и потому, что у лейблов теперь нет денег на художественное руководство исполнителями. Whereas in the old days, a guy who worked for a record label might spend his life going out to clubs and looking for the next hot artist. Потому что раньше какой-нибудь работник звукозаписывающей компании мог ночи напролет шастать по клубам, чтобы найти будущую звезду. Today, he sits on YouTube and looks to see who has more than 2 million views. Теперь просто заходит в YouTube и смотрит, у кого больше 2 миллионов просмотров. But how do you get from 0 to 2 million views if you're an artist? Но как исполнителю проделать этот путь от 0 до 2 миллионов просмотров? Without the label to help you as it used to be in the past. А лейбл не помогает, как раньше. And this is the place where the new most important people in the business are working, I think. И вот тут как раз работают теперь самые важные люди в бизнесе. So I think, if I was going into the business today, I would think I want to work in a management company and not in a label company. Вот если сегодня я бы хотел заняться этим бизнесом, я бы хотел работать не в звукозаписывающей компании, а в компании, занимающейся менеджментом артистов. And of course, this is an aspect of another very large trend, which is the rise of social media. И это часть другой важной тенденции усиления роли социальных сетей. Social media allows the artists to communicate directly with their fans without the intermediaries like us. Потому что благодаря социальным сетям исполнители могут общаться со своими поклонниками напрямую, минуя нас с вами, Юрий. It used to be that the artists needed journalists to get their message out to their public. Раньше исполнителям требовались журналисты для того, чтобы передать то, что они хотят сказать слушателям. But now Katy Perry can communicate with her 37 million Instagram followers directly. Кэти Перри 37 миллионов подписчиков в Инстаграме, она может с ними общаться напрямую. As a matter of fact, over the weekend, she live streamed her life for 78 hours. Она вот на выходных 78 часов подряд осуществляла стриминг, показывала вживую, вела прямую трансляцию своей жизни. So that not only changes the role of journalists, but it also changes the role of the people who are managing the Instagram accounts and the Twitter accounts and the YouTube channels. Это меняет жизнь, работу не только журналистов, но и тех работников, которые занимаются ее аккаунтами в Твиттере. And the final thing I'll say about this is that these new social media platforms offer a whole new kind of data for measuring popularity. Ну и плюс все эти новые платформы дают возможность собирать совершенно новую информацию, на основе которой можно сделать выводы о популярности исполнителей. In the old days, artist popularity was essentially measured by two forms of data. Record sales was the obvious one. Раньше что было? Продажи пластинок And ticket sales was the и other one. продажи билетов. But these days, artists don't really sell that many records. Но теперь пластинки, записи особо не продают исполнители, не так уж много. And on the side of the electronic dance music artists and the hip-hop artists, they don't sell hard tickets. They usually play clubs or raves where other artists are А playing в too. электронной танцевальной музыке или в хип-хопе тоже не продают билеты на конкретный концерт. Это там в клубе, рейвы какие-то.
So instead, people look to Instagram and Facebook and YouTube and Twitter to measure how popular these artists are, and they have to rely on that data because the other data isn't useful anymore. Но вместо этого, если хотите получить какие-то данные, чтобы сделать выводы, надо смотреть Facebook, Twitter, Instagram, других нет. But that data is quite easy to manipulate. Но этими цифрами легко манипулировать, этими цифрами, в общем, легко химичить. And it can also be quite different. So you can be a very popular artist on Instagram, but not such a popular artist on Facebook. Но можно быть очень популярным исполнителем в Инстаграме, но не таким And which is more популярным important? в Фейсбуке. А что важнее? No one really knows. А никто не знает. That is also in my Coachella article, as you probably Да, saw. вы, статья там про как Coachella раз как раз и про прекрасный эпизод, когда менеджеры торгуются с организаторами фестиваля за место на афише, что соответствует их месту в пьедестале. У кого больше фолловеров в Инстаграме, у кого больше в Твиттере. Да. Нет, вы пишете, упоминаете в этой книге о некотором естественном цикле развития поп-музыки. Сначала происходит обновление, новые тенденции, новые формы, затем начинается застой, и затем этот застой приводит к какой-то разрушению существующих форм. Вот в какой точке этого цикла мы сейчас находимся? Yes, well, if I could actually answer that question, I'd be я мог worth a lot ответить- more money than I am. Если я мог ответить на этот вопрос, у меня было бы гораздо больше денег. But it's definitely true that Можно ли вообще говорить о том, что этот цикл по-прежнему работает? Может быть, уже случился какой-то конец истории? Yeah, well, I'll say that the cycle that you mentioned is a cycle that, when I said earlier that most hit makers don't last that long, it's because in pop music, people tend to get tired of a sound and move on to another sound Вот pretty я говорил, quickly. что раньше в поп-музыке не так долго держались люди, потому что наскучивает определенный тип звучания аудитории. Even Paul McCartney stopped writing hits one day and he never wrote another one. Даже как Пол Маккартни в какой-то момент перестал писать хиты и больше уже их не писал. But I think what another important lesson of Max Martin is that it is actually possible to break free of the limits of that cycle. Но что доказывает нам опыт Макса Мартина, можно вырваться из этих циклов. If you're willing to reinvent your sound every 6 years or so. Если вы готовы каждые 6 лет или что-то около того заново изобретать свое звучание. But of course, that's not very easy. Конечно, это непросто. The other thing I would say is that the cycles were really driven by radio. И к тому же этими циклами во многом ведали радиостанции. Perhaps the greatest single revolution of our time is that radio no longer is the leading force in creating hits. И самое революционное изменение последнего времени — это то, что радио теперь не главное в области хитов. Playlists, Spotify, Apple Music, Плейлисты, Spotify, Apple every Music. day become more influential and every day radio becomes less Каждый день influential. прибавляют в значимости, а радио теряет. And the same cycles do not seem to work in the streaming world the way they work in the terrestrial radio world. И в стриминге, похоже, другие правила. But I think it's a little too early to tell how they will work. Но пока еще рано говорить, как это все будет And I think действовать. the other really interesting thing that's happened here Еще интересная одна вещь произошла. is that new music no longer has the same kind of allure on the young listener that it traditionally has had in the past. Новая музыка теперь не так привлекает молодежь, как раньше. Because streaming makes it so easy to go back to the music of previous eras, many young people do it, whereas before it was difficult to do because you had to actually find the records. Теперь благодаря стримингу молодежи гораздо проще находить записи предыдущих эпох, а раньше надо было еще пластинку такую найти. And so, and that also is reflected on the business side, where
for the first time last year, the major labels made more money from their catalog than from their new music. И это отражается и в бизнесе, поскольку в прошлом году впервые крупнейшие звукозаписывающие компании заработали больше денег на своем песенном, ну не песенном, а на своем архиве, на том, что у них было, а не на новых записях. So fads and trends, which almost always were part of new music, can now also be part of retro music. И теперь вот все эти поклонники, все эти тенденции, все это может переходить и в ретро. And I think this has also interfered with the traditional cycles of pop. Я думаю, это тоже поменяло, нарушило традиционные циклы развития популярной музыки. Да, я хотел спросить вас о том, ну, скажем, лет 30 или 40 назад то, что ты слушаешь, во многом определяло твою идентичность. Слушаешь ли ты Sex Pistols, или King Crimson, или Joy Division, или Iron Maiden, это были, что называется, 4 большие разницы. Это твоя любимая музыка, твоя любимая группа как-то тебя определяла. Но вот в этой новой ситуации, в этой новой эпохе поп-музыки, очевидно, это не совсем так. Трудно представить себе, что ну, там, фанаты Кейти Перри враждуют с фанатами Imagine Dragons, например. Есть ли внутри этого основа для каких-то идентичностей, для каких-то самоопределения молодежи? Или люди по-прежнему определяют себя через то, слушают ли они Sex Pistols или King Crimson, даже молодые люди? Yeah. Well, if I think back on my younger days in the sort of music era of the sort of later 70s and early 80s, there was a very clear divide between, you know, real drums and synths. Но вот в мое время, то есть в конце 70-х, начале 80-х, было четкое разделение между живыми барабанами и установкой, да, электронными. And you had very passionate opinions about, you know, the young British pop bands that were using synths in their music. That sounded like disco to the rock fans. Ну и когда молодые английские группы использовали драм-машину, видимо, то это звучало прям как диско, а не рок-музыка. And of course there was also a very violent divide between disco and rock. И, конечно, было очень жесткое разделение между диско и роком. So I think some of these markers of identity that you're speaking of were based in the sound of the music. Поэтому маркеры этой идентичности зиждились на звуке, на звучании. But today, basically, all the pop music you hear on the radio is made electronically. Но сегодня практически вся популярная музыка, которую вы слушаете по радио, записывается электронно. In the 3 years that I spent in music studios while I was reporting this book, I never saw a single instrument played. Вот за 3 года, что я писал эту книгу и ходил по студиям, я ни разу не видел, чтобы играли на инструменте. And I also think that today's music tends to combine so many different, formerly separate genres. И плюс современная музыка объединяет столько когда-то различных отдельных жанров. So it can sound a little like rock, a little like pop, a little like R&B, a little like hip-hop. Немного как рок, немного как эстрадная музыка, немного как R&B или как хип-хоп. That it becomes harder to use songs as identity markers because songs are vaguer in terms of what they actually stand for. Сложно идентифицировать себя через песни, поскольку не совсем понятно, вообще непонятно, а что означает эта песня, она вообще какая. And I think that's sort of true of the artists today too. What does Katy Perry really stand for? Does anybody really know? Да, поскольку за что бьемся, вот за что бьется Кэти Перри, она вообще за кого вписывается? And this itself may be driving the sort of retro kind of trend. Да, это такой вот рода ретро-тенденция. Because the artists of the past seem to have clearer identities and were easier to define as to what they stood for. Ну, раньше четко было понятно, кто есть кто и за что они. I think it's interesting that vinyl has continued to become more and more popular.
Интересно, что виниловые пластинки на виниле все продолжают наращивать свою популярность. Many people who buy vinyl don't even have a record player to play it on. Многие люди покупают пластинки, им даже нет проигрывателя, не на чем играть. So why do they buy it? А зачем покупают? Clearly they are not getting a kind of physical feeling from the streams that they listen to. Потому что когда слушаешь стрим, не получаешь такого физического ощущения. And they're doing this rather absurd thing of buying records that they can't even play because it fills that gap in their hearts. И они совершают такие абсурдные поступки, покупают пластинки, которые не на чем проигрывать, но они заполняют какую-то пустоту в душе. However, having said all that, I still think that the relationship of the fan to the music is very much a kind of identity formation. Но я все равно думаю, что отношения поклонника-исполнителя создают эту идентичность. But I think that people today are more likely to pick up and drop identities much more fluidly than in the past. Но сейчас гораздо легче отбросить одну идентичность, взять себе другую, нежели раньше. So. Я думаю, что пора уже передать слово залу, но, если позволите, еще один последний вопрос. Во многом это смена циклов поп-музыки, обновление поп-музыки всегда зависело просто от смены поколений. Вырастает новое поколение, подросткам, тинейджерам кажется, что поп-музыка их родителей или их старших братьев это фейк, это что-то искусственное, что-то не имеющее отношения к их жизни. И этот поколенческий бунт, этот поколенческий разрыв проявляется в какой-то новой бунтарской поп-музыке. Видите ли вы сейчас проявление такой смены поколений и, шире говоря, где вот эти продюсеры, эти очень умные люди, управляющие этой фабрикой хитов, могут сейчас искать источники нового, что-то, что освежит их продукцию? Yeah, I would point to two different areas where I think kind of is trying to respond to the problem that you describe. Но в ответ на этот вопрос, на эту проблему, которую вы описали, я скажу, что есть две вещи, два участка. Perhaps the word here that we're looking for is authenticity. Я думаю, что вы просто ищете подлинность, да? Вот это, так вы это хотите назвать? The feeling is that these new Да, многие слушатели эстрадной музыки. But actually, I think this explains why hip hop continues to get more popular. Вот почему растет популярность хип-хопа. Because unlike the pop music we've been talking about, in hip hop the rappers really do write. Потому что в отличие от поп-музыки, про которую мы сейчас говорили, хип-хоперы, рэперы сами пишут. And the word is still primary in rap music. И слово по-прежнему играет колоссальную роль в рэпе. And what the music is about are often real social conditions and not just partying and having fun. И песни-то про то, как люди живут, а не про какие-то вечеринки и развлечения. So I think that's one place that the young fan searching for authenticity would be rather likely to go. То есть подлинность можно, с одной стороны, искать, скорее всего, вот там. And I think the other interesting area are the rise of these EDM DJs like DJ Snake and Martin Garrix. А другое — это диджей, играющий электронную танцевальную музыку, диджей Snake и Мартин Гаррикс. There you have a completely new kind of music star that is almost more like a listener than a musician. Тут совершенно другой тип музыки, как будто ее делает слушатель, а не музыкант. The classic image of the EDM DJ is the guy with the headphones on his head going like this and pushing buttons on his laptop. Ну, всем мы представляем себе классический образ такого диджея, который в наушниках жмет на клавишу. And at Coachella, I had a formative experience of my own where I was standing there listening to Radiohead play. Вот на фестивале в Coachella произошел очень
любопытный случай со мной. And when I turned around, I noticed that all the kids were leaving. Я был на концерте Radiohead, и вдруг объявили Radiohead, и вдруг вижу, что все ребята, молодежь уходит. And I asked one of them where they go, and he said, "Hey man, DJ Snake is playing." Я говорю, вы куда? Говорит, так что, диджей Снейк играет? Важнее же его, больше звезда, чем Том Йорк. A man that doesn't sing, a man that doesn't play instruments. Он не поет, он ни на чем не играет. And yet, it's hard to argue with what the kids like. Но сложно спорить с тем, что нравится молодым ребятам. And perhaps this is a very new kind of relationship between the fan and the artist or the star. Это тоже новый тип отношений поклонников и исполнителя, звезды. In which, because of social media, they're much closer to each other than they ever were Поскольку before. благодаря социальным сетям они гораздо ближе, чем раньше. And so the great stars are not people who you could never be, but rather they're people that are rather like you. Поэтому звезды — это не кто-то, кем вы никогда не могли бы быть, а это такие же люди, как вы. Because you too have headphones on and you too can push a button Что у вас on тоже your есть laptop. наушники, и вы тоже можете сжать на эту клавишу. So perhaps that, I don't know if that fills the need for authenticity, but that does seem to be where Я не the знаю, kids are удовлетворяет ли going. это потребность в подлинности, но можно в этом направлении смотреть. Ask questions, and I'm just going to quickly video you because I've got to show these people back home that I'm actually kind of popular in Russia. Здравствуйте. Yeah, I feel like DJ Snake. Not quite. If I had headphones on, it would Если be бы у меня different. наушники были на голове, I'm то, ready to конечно. ask a question. Я хотел бы спросить у вас, как вы думаете, поп-музыка это все-таки больше про эгоистичную какую-то часть человека или про развитие? Ну, про противоположное. Еще один. It's about either the egotistical part. I don't know if it's the egotistical. Well, the egotistical part of the human being is probably well served by a number of different kinds of popular music. Я думаю, что эгоистической части человека трафит большая часть But it is поп-музыки. true that almost all pop hits have the you in them. They're addressed to you. Потому что в большом количестве хитов звучит «ты». Обращение — это все про тебя, к тебе. And I think that it's important to feel that the artist is speaking uniquely to your issues, your И problems, очень your важно, ego. что исполнитель говорит о твоих проблемах. So in that sense, pop music is, in fact, I think, a quite sort of egotistical form. Поэтому, да, наверное, поп-музыка довольно эгоистичная форма. But in terms of like personal development, I don't see anything about pop music that connects to a sense that pop music kind of arrives as though everything is finished and perfect at that very moment. Да, но что касается развития, не думаю, что поп-музыка здесь поможет, поскольку она имеет дело со статичным состоянием. Вы пришли, и все уже хорошо, все как надо. Perhaps the only exception to that are the female anthems to self-empowerment. Я думаю, единственное исключение — это женские гимны об обретении силы. There have been a number of hit songs recently speaking to women in which body image is seen as, you know, don't worry, you're great just the way you are. Да, ну вот песни с таким посылом, что не важно, как ты выглядишь, дорогая, ты и так хороша. So these are like self-help songs. Это такие песни психологической помощи. And they seem to be effective. Работают вроде как. And they seem to be unique to female singers. Men don't seem to sing self-help songs to Но other вот men. это вот у женщин так, мужчины такого не поют. I guess if you're a man, you got to figure it out by yourself. Поскольку если ты мужик, должен сам с этим справиться. So. За счет чего выживают студии звукозаписи во время, когда все можно записать дома и на ноутбуке? That's a good question. Yeah, one of the Хороший вопрос, да. enormous things that it's changed is that the tools, the means of production, which used to be only available to the few and only affordable record companies, are now in the hands of the individuals. Да, все поменялось. Средства производства, которые раньше были в руках только у звукозаписывающих компаний, теперь есть у всех.
And I think that's why record companies have moved out of the business of developing artists and even of making new music. Поэтому теперь эти звукозаписывающие компании уже не занимаются художественным развитием исполнителей и даже не интересуются новой музыкой. Because they no longer have control over that aspect of the business the way they used to. Потому что они уже не могут этим управлять так, как раньше. And they tend to focus more on the marketing side of music, which is something that Они больше занимаются маркетингом музыки, поскольку здесь-то они... If everybody can make a song in their bedroom, then how do you get everybody out there to listen to your song and not the other person's song? Если каждый может у себя дома записать в спальне песню, то как заставить людей слушать именно эту песню, а не ту? So it's like one hand has given you the means to create the song, but the other hand has taken away the means to get people to listen to it. То есть одной рукой они дают, вам дается возможность записывать все, что угодно, а другой рукой забирается возможность продвигать. And another, I think, interesting development here is who decides which songs get played on the radio. А другой момент, кто принимает решение, какую песню ставить по радио? It used to be there was a gatekeeper, a person with taste or with a gut that could make those decisions. Раньше это был некий ключник, святой Петр в Ратрае, да? Человек с вкусом или с каким-то внутренним чутьем на то, что сработает. And the great music men of the past, like Clive Davis, were said to be the men with the golden ears. И были такие люди, как Клайв Дэвис, и про них говорили, что это люди с золотыми ушами. But the fact is that even Clive Davis was wrong many more times than he was right about which songs were going to be the hits. Но даже Клайв Дэвис чаще ошибался, чем оказывался прав относительно того, какие песни окажутся хитами. I'll give you a little example. I had an opportunity to speak to the guys in Imagine Dragons about their hit Radioactive. Я говорил с ним парнем из Imagine Dragons по поводу их хита Radioactive. Which is one of the biggest hits of the last 10 years. Это один из крупнейших хитов последних 10 лет. And no one at the label wanted them to put that song out as a single. И никто в компании не хотел, в звукозаписывающей компании не хотел выпускать сингл с этой They песней. begged them to put any song but that out as their Они single. уговаривали их, упрашивали любую другую песню выпустить как сингл, But только не ее. of course, that was the song that became the big hit. Но именно эта песня стала большим хитом. So I think what we're seeing in the music business is a loss of faith in these men with the golden ears. Теперь в музыкальной индустрии мы видим утрату веры в людей с золотыми ушами. And the rise of the use of data to make these decisions. Теперь эти решения принимаются на основе данных. So instead of a man with a golden ears, you have a golden algorithm that will pick the songs. Вместо золотых ушей у нас песни выбираются золотыми алгоритмами. And the algorithm may not make any better decisions than the man with the golden ears, but we are in an era that believes in data. Да, но и при помощи алгоритмов решения могут приниматься не лучше, чем при помощи людей с золотыми ушами, но мы живем в такую эпоху, когда большие данные решают все. And that is one of the realities of the music business today. И сегодня так обстоят дела в музыкальной индустрии. Да, маленький комментарий, простите. Когда вы будете читать книгу, вы обратите внимание, что практически каждый большой хит, история которого здесь описывается, он был написан для какого-то другого артиста. Hit Me Baby One More Time была написана для группы TLC, а песня Umbrella была написана для Бритни Спирс, и они отказывались от или, ну, как бы не замечали потенциала этих хитов. Так что вот историю вот этой беспроигрышной как бы фабрики хитов можно также написать как историю бесконечных ошибок, которая случайным образом приводила к вот этим триумфам. And absolutely. Mistakes are almost as important as plans in the Да, business. ошибки практически так же важны, как и планы. Should I tell my Taylor Swift story again? Рассказать историю про Тейлор Свифт? Some people have heard that story, but I think it's such Кто-то a уже great слышал story, I'm эту going to историю, tell it но again. такая прекрасная история, я расскажу ее снова. Okay, so Max Martin in the years, let's say 2011, 2012, was now almost the greatest hit maker in the world. А в 2011-2012 году Макс Мартин был практически
величайшим хитмейкером на земле. But there was one mountain he hadn't climbed, Но он не покорил еще только одну вершину. and that was Mount Taylor Swift. Тейлор Свифт. And so a date was arranged in a studio for Max Martin to create a hit song for Taylor Swift. Договорились, что придут в студию в какой-то день, и он напишет хит для Тейлор Свифт. And because this was such an important moment for Max Martin, he prepared very carefully by creating a number of songs he thought Taylor Swift would like. Да, для Макса Мартина это была очень ответственная встреча, и он загодя написал несколько песен для Тейлор Свифт. But just before they started working together, a young man showed up in the studio. И они еще не приступили к работе, а в студии появился молодой человек. And he said, "Hey, I hear Taylor's here. It would be okay if I just went over and said hi to Он her." сказал: я знаю, Тейлор здесь, ничего, если я приду, просто поздороваюсь. And Max wasn't sure, but since he didn't know Taylor and he thought this guy might be a friend of hers, he did take him over and introduce and say, "Here's this guy." Но Макс Мартин не был уверен, что делает то, что надо, но, может быть, это какой-то ее знакомый, и поэтому он его притащил с собой и говорит, вот. And as soon as the guy saw Taylor, he began advocating for his friend, who happened to be Harry Styles, И как только он увидел Тейлор saying Свифт, that Taylor should really get back together with him. он начал топить за своего друга Харри Стайлза и говорить, что им надо снова вместе закрутить. And Taylor got very angry at this man and sent him away. Тейлор разозлилась на этого молодого человека и послала его куда подальше. And now Max Martin was very worried because he thought he might have blown his great chance of making a hit with Taylor Swift. Макс Мартин очень переживал, потому что он думал, что, возможно, он упустил свой шанс и как-то профукал эту встречу ответственную. So he said, "Oh, I'm really sorry. I'm really sorry." Он говорит: извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. And Taylor said, "No, it's okay, but I am never getting back together with that guy again." Он говорит: все в порядке, но я никогда больше с этим парнем не буду встречаться. And Max said, "Really? Well, that's kind of final. Макс как Are говорит: you да, но sure?" это звучит как вот вообще навсегда. Что, точно, да? And Taylor said, А Тейлор сказала: "I am never, ever, ever, ever getting back together with that guy я никогда again." больше не буду с ним встречаться снова. And Max said, "That sounds like a hook." А Макс сказал: вот звучит похоже на хук. And of course, that was their first #1 song together. И это был их первый совместный хит. So there is room for accidents, and part of the genius is recognizing when to throw out all of your preparation and use the accident instead. Так что остается место случаю, случайности, и гений заключается в том, чтобы сообразить, что надо отбросить все, что запланировал, и In your book, you said that to become adult person, it means that you stop to listen pop music and listen classic genres and что взросление означает, intelligent что jazz. перестаете слушать поп-музыку, Do you really начать слушать believe in this классику и phrase? джаз. No, I mean, in my case, it didn't work, unfortunately. I В continued моем to случае, к listen сожалению, так не вышло. to pop music. And Я actually, продолжаю my слушать son is the поп-музыку. one that's gotten kind of more interested in jazz now. И сын у меня сейчас больше увлекается But this джазом. is exactly the argument of Nobrow, isn't it? That in the old days, I would have probably felt compelled to improve my musical standards and Но то, о listen чем я to... писал в No Brow, раньше я чувствовал себя обязанным расти над собой. Because there was really no advantage in a man of a certain age continuing to listen to pop music. Потому что в определенном возрасте человек уже не должен был слушать поп-музыку. But I actually think that pop music today is more interesting than it was in the era of my youth. Я думаю, что сейчас поп-музыка интереснее, чем в моей молодости. I think electronic production, while it has certainly hurt the lyrical aspect, the word part of the song. Но, конечно, поэзии пришлось не сладко в песнях. And the Она fact пострадала. Bob Dylan won the Nobel Prize for Literature last year is probably never going to be repeated again. И то, что Боб Дилан получил Нобелевку по литературе в прошлом году. Max Martin is not going to win the Nobel Prize for Literature for Hit Me Baby One More Представляешь, Time. что Макс Мартин не получит Нобелевскую премию по литературе за песню Hit Me Baby One More Time. But I do think that because of electronic production, the sonic aspect of the songs has actually become quite a lot more complex and interesting than it was Но before. благодаря этому электронному производству, продакшену,
собственно, звуковой аспект песен стал интересней. And I also think that because of the decline of the traditional genres, the barriers between jazz, hip hop, pop, and rock, because of the decline of those, it's possible to sort of hear jazz in hip hop now. You can hear elements of jazz in, say, Migos, and whereas before jazz might have been completely outside of this realm. Но теперь границы размываются между жанрами, и можно и в хип-хопе услышать джаз, например, Migos, да? А раньше как можно было услышать джаз популярный? Music is really so made up of so many other former separate genres that I think the idea that you have to ascend from one to the other no longer really makes sense. Поскольку музыка состоит уже из огромного количества разных жанров, поджанров, то нельзя сказать, что вы должны от одного переходить к другому. I mean, it's proof of that. Jazz seems to be actually making a comeback among young people, at least in America. Ну, джаз снова входит в моду, особенно среди молодежи, особенно в Америке. Which I think is a very encouraging development. И это очень хорошо. So this mass commercial electronic production can also enable these alternative, less popular forms of music, exactly as I sort of, not to say predicted, but described in No Brow. Таким образом, массовая культура, массовое производство дает как раз возможность, дает шанс и разным альтернативным, менее популярным типам культуры, о чем я и писал, не то что предсказал, а писал в книге No Brow. I mean, one of the really interesting things about this trip that I've been so privileged to take in the last 6 days is that it's been an occasion for me to look back at No Brow 17 years after it was published. Мне еще понравилось в этой поездке, которую мне повезло предпринять последние 6 дней, это то, что она позволила мне снова обратиться к моей книге No Brow, которая вышла 17 лет назад. Because when I wrote No Brow, there was no Facebook, there was no Twitter, no Instagram. None of these social media platforms existed. Ни Фейсбука, ни Твиттера, ни Инстаграма не было и в помине, когда я писал No Brow. But all of them seem to me at least to have furthered the thesis of No Brow, which is that the big grid gets bigger and the small grid gets tighter and smaller. Но все, что произошло за эти годы, все равно работает на мою концепцию, подтверждает ее, что это вот большая сетка разрастается, а маленькая становится плотнее и теснее. So now the big grid is not just a national grid, but a global grid in 17 years. Теперь по прошествии 17 лет, это наша вот большая сеть, она уже не национальная, американская, а мировая. And the small grid is not just cable channels or underground newspapers, but YouTube channels and Twitter accounts. А теперь это малая сеть, это не кабельное телевидение, а YouTube и какие-то каналы там Instagram. In other words, I was right. То есть, другими словами, я был прав. Anyway, next question, please. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что записи Макса Мартина слышали только те люди, для кого он, собственно, песни и писал. Однако некоторые сонграйтеры постепенно выходят из тени и начинают представлять свое творчество самостоятельно. Например, как Сия или LP. По вашему мнению, что побуждает сонграйтеров либо оставаться в тени, либо выходить из этой самой тени? Really interesting question. Да, правда, интересный вопрос. Here's the thing about almost all the songwriters that I met in the course of my research for this book. Что я хочу сказать про всех авторов песен, которых я встретил при написании этой книги? All of them, except for Max Martin, wanted to be artists. Все они, кроме Макса Мартина, хотели исполнять песни, хотели быть исполнителями. But because many of them were successful songwriters supplying songs for already existing artists, но поскольку многие из них с успехом продавали песни, поставляли песни уже существующим исполнителям, the businessmen and the producers didn't want them to keep their own songs for themselves. Бизнесмены, продюсеры не хотели, чтобы они для себя придерживали песни. Because if you write what sounds like a hit song,
you have a much better chance of actually making it a hit by giving it to a Rihanna or a Потому что Katy если вы Perry, написали песню, которую вы думаете станет хитом, чтобы она стала хитом, лучше ее отдать Риане или... rather than recording it for yourself, even though it's your song. а не записать самому, несмотря на то, что это ваша песня. So it's actually very difficult for successful songwriters to get an opportunity to record their own work. Поэтому очень сложно авторам песен записать собственные песни. But there are exceptions, and there's one recently that I would point Но to. есть исключение, вот одно недавнее, я хотел бы указать на него. There's a songwriter named Julia Michaels who became very successful writing hits for Selena Gomez. Джулия Майклс с большим успехом писала хиты для Селены Гомес. But she insisted on keeping one of her most recent songs for herself. It's a song called Issues. Но она настояла на том, что одну песню приберечь для себя, называется Issues. And that song has now become a hit and made her an artist in her own right. Ну и теперь эта песня стала хитом, а ее автор стала исполнительницей не хуже прочих. So it is possible, but there are many barriers that stand in your way. Это возможно, но все равно у вас на пути много барьеров, препятствий. And it's a bit of you make a bit of a devil's bargain in becoming a successful songwriter on the way to becoming a successful artist. Потому что когда вы становитесь успешным автором песен, вы заключаете своего рода сделку с дьяволом, да, это такое вот такая торговля, одно или другое. You think that success as a songwriter is going to be a stepping stone to success as an artist? Вы думаете, что успех автора-песенника — это просто промежуточное звено на пути к успеху But in fact, of исполнителя? course, it can actually work against your hopes of being successful На as самом an деле только artist. вредит, не позволяет вам стать успешным And the исполнителем. more successful you become as a songwriter, the less easy it И чем is to become an успешнее artist. вы становитесь как песенник, тем сложнее вам стать The classic исполнителем. story of this is actually told in the book, and it's a woman named Esther Dean who Классическая experiences история — это that. пример Эстер Дин, я описываю это в этой And книге. there's even another, not only do these songwriters write the songs, they often record the demos themselves, and the artists follow their voice in singing the song. И часто не только пишут песни, но они записывают демо для исполнителей, чтобы исполнители пели их ровно так же. And sometimes the label even uses part of the voice from the demo and mixes it in with the artist because it turns out the demo singer sings the song better than И the иногда artist. при записи используют фрагменты этих демо-записей с голосом автора, потому что они лучше спели. This was the case with the song Super Bass that Nicki Minaj made a hit. Вот здесь Супер Бейс, который стал хитом Esther Dean wrote that song, and Esther Dean recorded the demo. Эстер Дин написала эту песню, записала демо. And when they came to record Nicki Minaj's version of the song, И когда записывали they версию used Nicki Minaj, Esther Dean's voice to supplement Nicki Minaj's то voice использовали голос Эстер Дин для because she's того, a better чтобы rapper than she is a singer. поддержать, Let's face it. подбить голос Ники Минаж. Who's a better rapper? Nicki Minaj is a better rapper Потому than a что Ники singer. Минаж скорее рэпер, чем певец. And when Esther Dean heard that not only had she written this song, but they actually recorded her voice in this so-called Nicki Minaj song, И Эстер Дин услышала, что не только песню у нее взяли, но и голос у нее взяли. she made a stink and she actually got her name listed as one of it says Nicki Minaj feat Esther Dean now in the new Она credits for that song. подняла хай, и теперь в титрах этой песни написано, что это Ники Минаж при участии Эстер Дин. The fact is that many of these artists actually don't have super great voices. Проблема в том, что многие из этих исполнителей не такие уж великие певцы, The у них голоса Whitney так себе. Houstons and the Mariah Careys of the world are no longer making records on the pop music scene. Вот певицы, как Уитни Хьюстон или Марайя Кэрри, больше не записываются в популярной музыке. Instead, an artist like Rihanna is more like a vocal actor. А Рианна — это скорее вокализующаяся актриса. Да, или, Her talent is to be able to create entirely different personalities
from song to song, to inhabit the songs the way an actor would inhabit the role in a movie. Да, такая поющая актриса, да, потому что ее талант заключается в том, чтобы создавать новые образы, совершенно разные от песни к песне, как в кино. And of course, no one thinks that actors in movies actually wrote the lines of the movie. Но никто же не думает, что актеры в кино пишут и сценарий. And no one thinks there's anything wrong with that. И нет проблем. But in the world of pop music, it's still an inhibition to. It's still a negative quality of. It seems like you didn't write the song, so they pretend that you did. Но в поп-музыке все равно это вызывает вопросы. Это But it's almost more like воспринимается как acting что-то than it is стыдное. like singing. Да, и поэтому делают вид, что сами написали. So. Да. Кстати, а что вы думаете об успехе Сия? Вот вы привели в пример как сонграйтера, который вышел из тени, но на самом деле же она не вышла из тени, да? Это поп-артист, которого как бы нет. Есть маска, и даже ее концерты — это некоторая смесь видеоарта и современного танца. И мы ничего не знаем о ней, она не мелькает в таблоидах и так далее, и так далее. Как это стало возможным? Yeah, Sia is a fantastically interesting example of the way in which the alternative and the mainstream have this kind of unique, kind of no-brow relationship these days. Все это интереснейший пример того, как мейнстрим и альтернативная сцена сообщаются сегодня в духе ноу-брау. Sia actually originally emerged in Australia, or I think Australia or New Zealand. Sia вообще из Австралии и Новой Зеландии. As an alternative artist, she was originally making very sort of outside the mainstream records. Она была таким альтернативным исполнителем, записывала пластинки совершенно не мейнстримовые. And she had very little success. И очень мало успешна была в этом. And so then she decided to try her hand at songwriting for others. Она решила писать песни для других. And this is actually a very interesting point. Интересный момент очень. Many of the most successful people in the pop music today don't begin in the mainstream, they begin on the edge. Много известных людей в этой области, в написании песен, начинают не в мейнстриме, а начинают на краях этого процесса. Because the big problem with the mainstream is it quickly becomes bland and vanilla and homogeneous and everything starts to seem the same. Потому что проблема в том, что мейнстрим сейчас становится пресным, ванилью, вот, все одно и то же. So everybody is looking for that next thing that's really different. Все ищут чего-то вот этого нового, другого. And so when Sia started writing songs, people recognized that there was a quality in those songs that they hadn't heard before, and it became very desirable. И когда Сия начала продавать свои песни, то увидели, что есть в них определенное качество, которого нет в другом месте, и все захотели покупать песни. So then Sia was doing what pop songwriters do, which was recording the demos and giving them to other artists. Так Сия записывала, делала демо-записи, отправляла исполнителям, чтобы... But her voice was so unusual and good that I believe it was on the song Titanium. Но голос у нее был такой хороший, такой необычный, что, кажется, вот это была песня Titanium. David Guetta said, hey, let's use the demo as the vocal track in this song, because this is better than the artist we were going to give this song to. Дэвид Гуэра сказал, давайте используем демо-запись, наложим ее на трек в этой песне, потому что это лучше, чем то, что поет наш исполнитель. So now Sia became an artist again. И Сия снова стала исполнительницей. But instead of being an alternative artist, now she's a mainstream pop artist. Но уже не альтернативным таким артистом, да? And so I think, а мейнстримовым. And so I think to hang on to her identity, she has done lots of things to kind of confound the notion of the traditional mainstream pop star. Да, но для того, чтобы сохранить эту свою идентичность, она пускается во все тяжкие, чтобы выглядеть не как традиционный обычный исполнитель. The most obvious of which is concealing her face when she performs прячет свое in лицо, public, когда выступает на людях. which I think in the past would have been seen as a sort of highbrow performance art project. Но раньше это воспринималось бы как
такой интеллектуальный кунштюк. But now the mainstream is sophisticated enough to tolerate that and even to reward it with popularity. Но теперь мейнстрим готов и такое стерпеть, и это становится популярным. So, but I don't know anyone else quite like Sia. She's a bit of a one-off situation. Но Сия одна такая, я никого But рядом she's не вижу. fantastic. We need more Sias. Нам нужны еще Сии. Скажите, пожалуйста, Джон, я не так давно прочитал вашу книгу «Невидимый дизайнер» и, в частности, ее первую часть о Хельмуте Ланге. Скажите, пожалуйста, заметили ли вы что-то смежное в индустрии музыки, как вы описываете вот в вашей последней книге, и в мире моды? То есть есть ли там какие-то такие же постиндустриальные мотивы в производстве, или это все еще действительно ручной труд, если мы говорим о высокой моде? Yeah, so this book is a book about fashion pieces. Это книга о моде. In the middle of the 2000s, I spent several years covering the fashion industry for the New Yorker. В середине нулевых я одно время писал про моду для Нью-Йоркера. And I wrote about Helmut Lang, I wrote about Dolce & Gabbana. О Гельмуте Ланге, о Дольче и Габбане. Some other designers. But Helmut Lang was by far the most interesting designer that I met. Гельмут Ланг — это самый интересный дизайнер, из тех, что я встречал. And it was the way that Helmut Lang made jeans that was actually the beginning of a lot of my ideas of no-brow. И то, как Гельмут Ланг вообще шил джинсы, привело к некоторым моим идеям, легшим в основу ноу-брау. The idea that a garment like jeans, which was traditionally seen as kind of a low-brow sort of garment. Потому что джинсы, которые раньше считались одеждой для культурных низов, could have within it like a whole other kind of hierarchy where you had sophisticated Helmut Lang jeans, and then you had Levi jeans, and then you had all these other levels in between. То теперь другая иерархия. Есть такие изощренные джинсы Гельмута Ланга, а есть простой, как правда, Левис, и есть что-то посередине. And that development has actually continued. So now you have the trend for ripped and destroyed jeans. Да, ну и мода меняется, в моду входят рваные, такие убитые джинсы. And the more ripped and destroyed they are, usually the more expensive and handmade they are. И чем они убитие, чем они рваней, тем они дороже. So no, not only do you have a hierarchy within jeans, but you have a hierarchy that's absolutely turned upside down, in which the more ratty and bum-like you look, the more expensive, the more money you probably spend on those jeans. И не только есть иерархия среди марок джинсов, но еще есть иерархия по качеству этих брюк, и она поставлена с ног на голову, то есть чем они бомжовее, тем на самом деле они дороже, потому что больше времени и труда на них потрачено. But I do think there is a difference between fashion and music. There is a difference. There is a difference. Да, но я думаю, что мир музыки и мир моды различаются. Fashion has to change. It's the nature of fashion to continually change. Мода должна меняться, в этом природа моды. Она должна постоянно меняться. If it doesn't change, then it's not really fashion. Если она не меняется, то это не мода. But music does have an eternal quality to it that never changes. Но у музыки есть некие вечные составляющие, поэтому они никогда не меняются. A beautiful melody is, I think, transcends fashion, and one might say a beautiful melody is almost timeless. Красивая мелодия не подвластна моде, и можно сказать, что она вне времени. Paul McCartney's "Yesterday" is never going to go out of style.
Yesterday Пола Маккартни никогда But the production, не выйдет из моды, можно сказать. production in music is very influenced by fashion. Но сам продакшн, то есть как песни записываются, да, это зависит от моды. So it's very easy when you listen to pop music from the last 30 years to tell by the production what era that song came from. Но за последние 30 лет можно слушать песни и тут же сказать, в каком году она была записана, просто по уровню записи. And I don't think that aspect of popular songs has changed. If you listen to pop music, you become very aware of the latest trend in production. Я думаю, что это не меняется, потому что если вы послушаете поп-музыку, вы услышите вот какие последние новейшие веяния. A few years ago, it was the synthetic trumpet. Да, а несколько лет назад это была электронная труба. It was a sound that you heard in a lot of songs. Во многих песнях она звучала. And then suddenly it will go out of fashion. И вдруг вышла из моды. So while there are aspects of songs that are certainly influenced by fashion, there, I think, at their best, songs transcend fashion. Я думаю, что да, какие-то аспекты песен зависят от моды, но в лучших своих проявлениях эти песни от моды не зависят, не подвластны ей. Здравствуйте, Джон. Hi. Хотел бы задать вопрос. Один вы про Боба Дилана уже ответили, про то, что уже не получит автор песен Нобелевку. Но вот еще такой вопрос по времени написания, количеству хитов, ну и как бы то, что цельность, когда кто пишет и исполняет в одном лице, это может быть больше вероятность того, что делает больше вероятность того, что песня станет популярной. И также многие хиты были написаны у того же Боба Дилана, like Rolling Stones, она буквально за 20 минут по его словам была написана. И когда кто-то другой пишет песни, может быть, это даже удлиняет процесс создания хита, чем изначально исполнитель и автор песни в одном лице находятся. Ну и как бы художественная ценность также, возможно, меняется. Ну все. Yeah, I'll answer that question my way. I think we'll answer the question. Let's talk about the fact that Bob Dylan won the Nobel Prize for Literature for writing songs. Ну давайте поговорим вообще о том, что Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за песни. And the fact that I don't think that would happen with any songwriters working today. Я думаю, что это не произойдет ни с кем из авторов песен, работающих сегодня. So what's the difference between Bob Dylan 50 years ago and the songwriters today? В чем разница между Боб Диланом 50 лет назад Leaving aside the individual genius of Bob Dylan. И с сегодняшними авторами? Leaving aside the individual genius of Bob Dylan, what is the essential? Кроме того, что Боб Дилан гений, да, если отбросить это. And I think the answer is that the lyrics in the song have become much less important to the overall song than they used to be. Стали гораздо менее важными, чем раньше. Songs emerged as sung poems. They emerged from poetry. Going back to time immemorial, the word was always at the very heart of a song. Песни всегда писались на слова. В основе лежала поэзия с незапамятных времен. Огромную роль играло слово. But it seems in the last 20 or 30 years, while songwriting tools have become much more sophisticated and powerful, и в последние лет 20 инструменты создания песен стали гораздо более мощными. They're almost all used for the sound or the sonic part of creating the song. Все это пошло в звучание, в то, как песня звучит. Whereas the writing of the word part hasn't gotten any easier. А писать слова легче не стало. It's still just you and a piece of paper, and you've got to come up with the words. Да.
перед вами лист бумаги, и надо что-то писать. I think what that means is that songs seem to be moving away from being literary compositions and moving toward being more like sonic compositions. Ну и песни сдвинулись, они теперь уже скорее не литературные композиции, а такие звуковые композиции. And as I was always saying earlier, in the context of Max Martin, the words also have a different relationship to the music than they used to have. И, как я уже рассказывал на примере Макса Мартина, слова по-другому соотносятся с песнями. It seems like the sounds of the words are used to serve the sound of the music, and the meaning of the words is no longer as important. Звучание слов поступило на службу к звучанию песни, а не смысл слов. I also think that because political content has dropped out of songs, the Bob Dylan types are no longer able to create the hits. И поскольку в песнях теперь не поется про политику, то и хитов уже нет у Боба Дилана. Because this is the big difference, of course, between Max Martin and the Beatles or Bob Dylan. В этом огромная разница между Максом Мартином и Битлз и Боб Диланом. There's no political content in any Max Martin songs. Нет никакого политического содержания в песнях Макса Мартина. And if you take the very first Max Martin hit, which was "Hit Me, Baby, One More Time," Если взять самый первый хит Макса Мартина, and the most recent Max Martin hit, which was the Justin Timberlake, и самый последний его хит для Джастина Тимберлейка, that song, you can't see any kind of personal development. Can't fight the feeling. Yeah, that song, which everybody knows, and it was almost like a perfect pop song. Идеальная эстрадная песня. But who is this person? What has he experienced? What does he think about the world outside of songwriting? Кто этот человек вообще? Чем он живет? Чем он дышит? Кроме того, что пишет песни. We have no idea who he is as a human being. Мы вообще не понимаем, что это за человек. Whereas Bob Dylan and the Beatles and the Rolling Stones strike us as human beings, and we can see how they developed over time, and their songs reflect their personal development. Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones — это живые люди. Мы видели, какие это люди, как они менялись, развивались. But with Max Martin, there doesn't seem to be. So there's no way to kind of connect with him as a human being on a human level. А с Максом Мартином так по-человечески ты разговор не заведешь, никакой связи нет человеческой с ним. And I think that's really the big difference. Вот в чем большая разница. Друзья, мы уже приближаемся к отметке 2 часа. Это продолжительность такого большого сольного концерта. Давайте, впереди 2 hours is a long time. Да. Давайте последний вопрос. Для того, чтобы отечественная российская индустрия, ваш взгляд со стороны, хоть немного бы вышла на более-менее конкурентный уровень, утопический вопрос, возможно, что важнее, талантливые исполнители, сонграйтеры и так далее, или, как вы уже говорили, менеджмент? Okay, I think there's two answers maybe to that question. Я думаю, на этот вопрос найдется 2 ответа. To the question of if the Swedes can create these pop hits, why can't the Russians do шведам it? удалось создавать эти хиты, почему же не получится у русских? I think there's a reason why the Swedes in particular are so good at this. Я думаю, есть Creating причины, of есть hits for объяснение other тому, что cultures. именно шведы хорошо пишут хиты для других культур. Because Sweden is a small country with a very Швеция маленькая страна tiny domestic audience. с крошечным внутренним рынком, внутренней And really, аудиторией. anybody that wants to make a living as a songwriter has to write for people outside of Sweden. Если вы хотите зарабатывать как песенник, вам надо ориентироваться на кого-то, на иностранцев.
And then you can ask, well, why is it that Americans are perfectly happy to listen to songs written by Swedes? А почему, здесь вопрос, почему же американцы с удовольствием слушают песни, написанные Would that be шведами? the same in Russia if Swedes wrote the popular songs for a Russian audience? А если бы шведы писали для русских, то как вот было бы На то, самом что- деле примерно так и происходит, потому Actually, что this is what's- когда каждый очередной конкурс Евровидения последних лет практически все артисты из России, Беларуси, Украины и всех постсоветских республик заказывают песни тем же шведам. Не Максу Мартину, но как бы вот они идут на ту же самую фабрику хитов и приносят оттуда песни для европейского рынка. Yeah, absolutely. But one reason why I think we as Americans have embraced these Swedish songs Но мы, американцы, с распростертыми объятиями принимаем шведские песни, is because we actually have a very short tradition of our own folk music. поскольку у нас очень небогатая история собственной народной музыки, в отличие от, в сравнении с Россией. I think European countries with much richer and longer traditions of their own music find it rather offensive to listen to music written by other people from other cultures. Я думаю, что если в какой-то европейской стране богатая собственная культура и песенная традиция, то обидно даже слушать каких-то шведов. Whereas in America, our music tradition as a commercial pop-driven medium is older than any kind of folk tradition in America. А в Америке вот традиция коммерческого исполнения старше, чем фольклорная традиция. So we're willing to embrace new sounds very easily and quickly that other cultures might take longer. Мы с удовольствием раскрываем объятия новым звукам с большей готовностью, чем другие культуры. But that's not to say that the Russians can't create a hit-making factory that's just as viable as the Swedes. Но это не значит, что русские не могут создать такую же работающую фабрику хитов, как и шведы. It's always a question of boiling down to an essence what is uniquely Russian about a song. Это вопрос, это как выпарить самую суть того, что же такое русская песня. And then finding a way to negotiate with the mainstream culture without compromising the Что unique. есть уникального в русской песне, и потом неким образом договориться с этой культурой мейнстрима, не уступив, не потеряв самости. You have to somehow manage to retain your uniqueness and your strangeness. То есть надо сохранить неким образом свою уникальность, свою посторонность, While at the same time swimming in the water of mass commercial culture. и в то же время броситься как в омут с головой в эту коммерческую культуру. And it's a very challenging thing to do. Это очень сложная, проблемная вещь. But the rewards are obviously enormous. Но награда зато колоссальна. And I do think that we will see other countries. I think people will eventually tire of the Swedish sound. Я думаю, что из других стран будут, потому что шведы могут надоесть. And if there's a Russian hit factory waiting in the wings when that moment occurs. Если в это время, как батарея Тушина, где-то будет уже наготове русская фабрика хитов, then I fully expect when I come back here, I'll be singing Russian songs. я надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду, буду напевать русские песни. So, thank you. Спасибо. Спасибо. Thank you.